Всем привет! Сегодня у нас третий урок на тему автоматизация постинга при помощи Zenapostera. Так, начнем с блока авторизации. Я о нем рассказывал в прошлом уроке. На нем останавливаться не буду, просто его запущу все сначала. Посмотрим, ли работает, не работает. Загружаем профиль, переходим на наш сайт. То есть как бы все есть, все работает. Берем текст, сравниваем, все нормально. Следующий этап, получаем ID ссылки на с нашей базы данных. Вот база данных Parsing. Мы ее создали в прошлом уроке. Мы должны получить вот эту ссылочку. Уже подготовленный код SQL запроса вот здесь, в этом блоке. Строка подключения к базе данных и сам код запроса. Выполняем. Здесь переменная только имя платника, которую мы устанавливаем в первом экшене. Она нам нужна для того, чтобы определить таблицу. Производим запрос. Вот. Результат идет в эту переменную. Потом получаем ID этой строки и удаляем строку по ID. То есть таблица сразу автоматически подчищается от использованного контента. Ну, то есть то, что мы уже спарсили, здесь уже нет. Дальше нам нужен корень сайта, я здесь уже его прописал. Вот смотрите. Потому как если мы просто вставим сюда код запроса, нашу переменную нас никуда не перекинет, потому что это уже внутренняя ссылка сайта. Мы должны сюда добавить корень. Вот мы его добавляем. Теперь нас нормально перекидывает на внутреннюю страницу, которая нам нужна. Ну, здесь браузер не открывает просто плеер, Firefox стоит. Мне он больше нравится, чем Chrome. Так, смотрим, что мы можем взять. Мы можем взять, во-первых, само видео, которое в плеере. Потом мы должны взять название, вот это. И мы должны взять на видео актера и актрисы. Ну, можно еще и дату взять. Вот. Это то, что нам нужно для создания нашего поста. Первым экшеном мы берем код HTML. Положить в HTML переменную делаем. Парсим. Ищем переменную. Вот закидываем это все в конструктор регулярных выражений. Вот оно все здесь. И ищем. Ага, вот. Это название, title. Формируем запрос. Перед искомым текстом не всегда title, ну и закрывается так. Самые короткие совпадения. Вот, нам отлично выдает код. Так, все. Кидаем его в наш экшен. Здесь будет парситься с HTML, с переменной HTML по регулярному выражению. Вот мы его создали в конструкторе регулярных выражений. И будет это все ложиться в переменную title. Смотрим, переменная title пустая. Парсим. Смотрим, у нас есть, но у нас здесь впереди есть еще слово трейлеры, которые нам не надо. Пожалуй, его уберем. Берем трейлеры, данные, обработка текста, сведения, установить
пишем, обрабатываем переменную title. Вот она. Нас интересует замена. Что искать, значит, что заменить? Заменить на пустоту. Заменить все. Ну, то есть в данном случае можно один вариант, мы знаем, больше одного не будет, но я всегда ставлю все, если мне нужно. И обратите внимание, здесь есть текст, либо регулярные выражения. То есть в зависимости, как вы все это прописали. Кладем это все тоже назад в переменную title. Наша замена готова. Смотрим и видим подрезало. Но тут вот остался пробел. Для этого у нас есть прекрасный action trim. Смотрим его. Trimit title. Вложить тоже в title. Пробелы, enter и табы. Все убирает. Вот чуть-чуть подвинулся. То есть уже пробела нет, у нас чистый title, который нам нужен. Вот этот. Дальше идет блок. Мы будем здесь парсить имена актеров. Разберем его. Так, как всегда, парсим код HTML. Ну, с переменной с нашей. Давайте найдем этот отрезок кода на видео. Посмотрим, насколько оно здесь все. Вот. Мы можем как парсить как весь код сразу и потом в дальнейшем его обрабатывать, либо прописать регулярные выражения именно для конкретных ссылок. Давайте проверим. Много ли напарсить, потому что иногда таким образом может брать больше, чем нужно. Так, мы нашли только 5 элементов. Вернее. Так, вот это не попало. Ладно, будем брать самый простой проверенный способ. Будем брать участок кода. Начинается он вот это на видео. И заканчивается он тегом. Сейчас я посмотрю. Давайте вот тут уже div открывается. Ну вот. Разрешить переносы. И мы получаем вот этот отрезок кода. В дальнейшем мы будем регулярным выражением просто выбирать имена актера вот с этого участка кода. Берем это регулярное выражение, вставляем его сюда. И создается переменная cast.html. Смотрим, она пустая. И берем уже эту переменную и уже потом работаем с ней. Здесь мы уже уверены на 100%, что здесь все то, что нам нужно. И делаем самое простое регулярное выражение. Просто парсим имена ссылок. И вот 10 имен. То, что нужно. Здесь добавляем регулярочку нашу. Вставляем это сюда. Второй экшен получается. Мы берем все совпадения. Обратите внимание, если здесь мы берем первое, то здесь мы берем все.
Вот. Все. Разница в том, что если первое берется только, то оно ложится только в переменную. А если мы берем все, то мы должны это все положить в список. Вот, парсим. Теперь у нас вот есть список cast. Смотрим. Вот список сформирован, в нем 10 элементов, все наши актеры и актрисы здесь. Следующий экшен. Удалить дубли. Бывает так, что попадают дубли, удаляем. Дубли со списка. Следующий экшен. Объединить элементы списка. Выделяем нужный нам список cast. Экшен, что делать? Объединить элементы. То есть это действие. Разделитель. Разделитель можно выбрать указанный, но нам нужен свой. Это запятая с пробелом. Вот. И все это кладется в переменную cast. Она у нас пустая. Вот она пустая вверху. Запускаем экшен, и мы получаем вот такую строку. Здесь все наши актеры и актрисы спарсены и через запятую проставлены, как нам нужно для публикации. Следующий блок у нас будет, тоже мы работаем с переменной HTML. Мы будем парсить дату. Вот у нас дата. Она может быть. Здесь делаем Ctrl-Z. Получаем исходный HTML код. Ищем дату. Совпадение не найдено. Отлично. Нам нужно найти тот участок кода, где прописана дата. Так, смотрим, что-то нашел. Вот оно. Давайте посмотрим, нет ли еще вхождений. Так, можно попытаться ее взять отсюда. Берем начало элемента и конец. Отлично, у нас только одно совпадение, это как бы проблем не создает. Бывает, что класс diva не уникальный, и тогда выскакивает несколько переменных, вариантов. Тогда начинаются проблемы, нужно выбирать или все переписывать. Так, вот это наше регулярное выражение под переменную дату. Так, переменная дата, парсим, получаем значение. Нам нужно, вот это не нужно. Это старый мой шаблон, я его немного адаптировал. И просто производим трим. Очищаем ненужные значения. Здесь вот в этом блоке парсится description. Но он парсится аналогично дате, например. Скажем, один в один ничем не отличается. Просто здесь будет description, например. То есть метод тот же. Но у нас нет здесь description. Мы просто пропускаем его. Ага, и тегов нету. Вот этот блок тоже, это парсится, здесь парсятся теги, и здесь нету тегов, парсится идентично именам актеров и актрис. Это все мы упускаем. Так, следующий элемент у нас, который рабочий и будет здесь на 100%, это парсинг самой ссылки на видео. Здесь мы не видим никакой кнопки скачать, никакой ссылки нет. Само видео подгружается в сам плеер напрямую. Мы должны его найти в коде. С вероятностью 99% это видео будет иметь формат MP4. Вот он. И тут сам файл указан.
в скрипте. Даже расширение. Это вообще замечательно. Мы просто строим регулярочку. Вот это начало, а вот это конец. Берем, нам выпадает два формата, ну то есть один формат, два расширения. Берем нашу регулярочку, вставляем ее вот в этот блок, парсить это с переменной HTML. Так, и парсим мы все. Вот это нам не нужно. Это была повторная обработка, код в коде, ну, то есть как мы делали с актрисами. То есть просто парсили сначала один участок кода, а потом уже в этом коде парсили конкретно актрисы. Здесь мы можем спарсить конкретно с каждую ссылку. То есть нам не нужно парсить вот этот участок кода, чтобы потом отсюда взять вот эту ссылку на видео. Мы сразу получаем два варианта видео. Так, все это парсится и ложится в список download. Смотрим на наш список download. Список у нас пустой. Делаем парсинг. Смотрим. Есть. Есть два значения. Следующий элемент мы берем строку со списка по признаку. Признак у нас будет расширение видео. То есть идет сначала 4К, потом 1080. Мы тут подрезаем. Убираем P. Ну, а здесь уже с других шаблонов осталось элементы. Последним элементом этого будет экшена, действия. Берем, ну, здесь случайно, мы можем поставить первый. Вот. Первое, как бы, для нас это больше подходит, потому что мы смотрим, и, вот здесь как раз таки наоборот. Первая ссылка хуже будет. Ну, во всяком случае, я оставлю первую. Мы знаем, 100% нам это не пригодится. В большинстве шаблонов у вас будет лучшее расширение на первой ссылке. Следующие действия. Получаем ссылочку по признаку. 4К нету. Если ошибка, нас перекидает на следующий экшен. Получить 1080p. Берем, опа, и ссылочка есть. Этот экшен устанавливает параметры загрузки страницы. Нужен для того, чтобы Zenapposter успел загрузить страницу. То есть по умолчанию, я не помню, сколько там стоит, то ли 30 секунд, то ли 25 секунд для загрузки страницы, но нам нужно гораздо больше, потому что мы будем загружать видео просто переходом по ссылке. Устанавливаем. Следующий экшен — это папка для загрузки файлов. Смотрим, что получилось. ID1. Вот смотрим. IDDel — это переменная. Мы ее берем с базы данных. Ну, когда парсили нашу ссылку, это номер ее в списке, то есть в таблице нашей. Так, где-то я потерялся. Все, мы взяли. Следующий элемент. Вот будет переход по этой ссылке, но ссылка еще до конца не обработана. Мы видим здесь, нам нужно убрать вот это. Мы можем поступить очень просто, либо регуляркой подчистить, либо заменой. Мне регулярка больше нравится. Берем переменную. Обработка текста. Это же и переменная. Так вот. Регулярочка очень простая.
и все. Мы ее подрезали, эту ссылочку. Теперь она у нас, можно сказать, рабочая, но не совсем. Вставляем этот экшен сюда. Нам нужно сюда опять-таки добавить корень, потому что здесь все, корня нет сайта. Так, вот так. Добавили. Так, если мы не ошиблись, в правом нижнем углу браузера Zenapostera должно появиться элемент, который показывает загрузку страницы. Сейчас мы его прожмем, переход по ссылке. Вот, он есть, 29 мегабайт. Красная такая кнопочка была отменить. То есть уже нет, уже не видно, потому что файл маленький. Проверяем. Так, вот наш ID, вот наш файл. Все скачалось нормально, замечательно. То есть трейлер работает. То есть видео уже как бы скачали. Теперь обрабатываем видео, само видео. Так, первое, что мы делаем, проверяем нашу папочку, вот эту, куда мы качали файл, вот она, на наличие самого файла. Вложим результат в список файл download. Смотрим. Мы уже это сделали. Вот сам файл. Отлично. Потом получаем строку с этого списка. Так, тут немного он растянул. Так, дальше назначаем переменную. Ну, это скорее всего, то есть не скорее всего, для удобства работы. Мы просто будем фигурировать только переменные. Чтобы не прописывать вот этот путь, мы будем брать только переменную в дальнейшем для работы. Ну, мне так удобнее работать. А ID folder, это у нас ID папки. Вы ее берете у себя в менеджере файлов на платформе. Там такой карандашик будет, вы нажимаете, и будет ID. Это назначаем переменную. Это генератор случайного текста. Это будет, нам нужен случайный текст, рандомный, для того, чтобы создать будет текстовичок. Я покажу, зачем и где он создается. Дальше у нас идет проект в проекте. Это подпроект. Это выгрузка файла. Запускаем. Первое. Здесь у вас будет свой токен. Вы его берете тоже на платформе. Где-то там в API поищите, я точно не помню, но проблемы не составит его найти. ID folder понятно, мы это назначали, то есть тоже на платформе берете. Это наша следующая переменная, folder in file. Это там, где хранится файл наш, вот это она. Да, ну вот с 1. И, это корневой каталог, проект директория, это понятно. Корневой каталог самого проекта. Запускаем выгрузку. Смотрим. Вот это наш рандомный текст, который мы вот здесь сгенерировали. Это исходный файл, который нам нужен. Здесь будут все данные. Смотрим. Вот. Имя самого файла, ID. Это, я так понимаю, ID файла уже и ссылка готова. И вот нам, в принципе, кроме самой готовой ссылки, больше ничего не надо здесь. Мы это и будем парсить. Так, это просто пауза секундная. Поставил на всякий случай. Паузы иногда помогают избежать ошибок. Читаем наш файл. Вот. То есть все нормально, файл прочитала. Он ушел в переменную текст. Ищем. Вот текст.
И дальше мы просто парсим ссылку и ID файла. Ну, я не буду рассказывать по каждому экшену, это уже 100 раз обсуждалось, как это делается. Это вот этот экшен, смотрите, это проверка. Ссылка не должна быть пустой, то есть если, например, здесь не будет никакого текста, то есть это получается, что мы не выгрузили наш файл, и забыл рассказать один важный момент. Этот экшен называется запуск приложений. Вот запускаем мы вот это приложение, я его шаблоном вам ввожу. Это как бы на самой платформе, оно сделано разработчиками, а вот это командная строка. То есть это параметры запуска по командной строке. Так, мы остановились на проверке. Ага. Вот, и если окажется, что приложение как бы проработало файл, прочитало здесь, может быть, и у нас нету ссылки, то есть регулярное выражение здесь ничего не нашло, то нас возвращает на паузу, то есть идет ошибка, и мы уходим на паузу. 300 секунд. Ну, это такое иногда бывает, там сервера когда-то заглючат, ну такое, чтобы шаблоны не сбоили. То есть и идет повторная загрузка и повторная проверка. Когда все прошло, мы уже это мы парсим ID файла, тримим все, опять все проверяем, еще раз ID файла проверяем. То есть ошибка, ну здесь просто обратное регулярное выражение стоит, видите, здесь с восклицательным знаком, не должно равняться. А здесь должно равняться. И тут идет от обратного. Ну, я так иногда делаю. То есть, как бы, все равно. Эффект один и тот же. Здесь, видите, положительный ответ, мы уходим на паузу. А здесь отрицательный ответ, мы уходим на паузу. То есть, дальше тримим код. И этот подшаблон завершен. Мы получаем, здесь мы выставляем то, что нам передавать. Смотрите. Здесь прописаны переменные, которыми эти шаблоны обмениваются. Некоторые тут лишние есть, но это ничего. Все, и мы в основном в нашем шаблоне получаем уже переменную. Сейчас ее найду. Вот ссылочка. Ссылочка на наш файл. Могу даже показать. Вот наша мультяшка. Так, следующий элемент, это нам нужно скрины нарезать для публикации. Смотрим. Первый экшен, это у нас установить значение переменной. Это у нас set1 VTM. Сейчас я покажу, зачем это делаем. Опять проект в проекте. Запускаем. Здесь мы запускаем программу. VTM-очка. Вот. И здесь у нас есть опции. Вот set1, мы его настроили. Ну, в общем, я об этой программе рассказывать не буду. О ней вы почитаете в интернете. Я ее в архиве с шаблоном ввожу, конечно же. Здесь просто, выставляете внешний вид ваших скринов. Вот, смотрите, как у меня. Вы можете сохранить несколько вариантов. Вот set1, set2, set3, set4, там сколько душе угодно. А здесь просто указывать. Это закрою, нам не нужно. А здесь просто указываете то, что вам, какой сет вы используете для данного проекта, чтобы каждый раз не переписывать это все вручную. Просто сет указали и все. То есть под этот проект такие скрины генерируются. Опять-таки запускаем наше приложение. Это параметры командной строки. То есть, здесь просто сет и файл указывается и все, больше ничего.
смотрим, это корневой каталог, сюда все будет и попадать, ну то есть корневой каталог, где лежит файл, сюда попадут скрины и медиа инфо. Здесь смотрите, есть такой важный момент, в любом случае проверите у себя. Смотрите, здесь, по-моему, в настройки, вот, тексты файлик, вот видите, create тексты файл, ну, инфа видео, вот здесь должна стоять галочка и все. Запускаем с нашими переменными. Файл up это наш файл, просто там путь указан и все. Я сейчас покажу. Здесь очень как бы, ну, чуть-чуть неправильная работа программы через командную строку, и она не дает нам команды о том, что, ну, все закончено. То есть она уже вот сгенерировала скриншоты, а программа еще работает в командной строке, то есть мы не видим окончания, и потому мы можем только ее остановить тайм-аутом. Вот мы выставляем тайм-аут 40 секунд, то есть 40 секунд прошло, оно рубануло ошибку, но здесь у нас стоит вот такая стрелочка необязательное действие, то есть как бы все хорошо, но то есть не все нормально работает. Может быть, можно как-то это поправить, но я не знаю. Но у меня все так прекрасно работает. Так, что мы получаем? Вот это, смотрите, вот это каждый файлик отдельно сохраняется, это нам не надо. Мне в моих проектах надо, но как бы вам это не нужно, я вручную удалю. Для демонстрации оно не нужно. Вот и все удалю. Ну, запустим еще раз. Так, нас интересует вот этот только файл. Мы его загрузим потом и будем его использовать. Сейчас дождемся тайм-аута. Так, смотрим дальше. Этот элемент нам не нужен. Устанавливаем значение. Это будет новое имя файла. Ну, мы будем его сейчас переместим. Ну, то есть у него будет стандартное имя. Вот, смотрите. Мы его переименовали просто. Ну, можно было бы, конечно, это и не делать. Ну, такое. Смотрите, здесь есть также элемент проверки. Если мы не можем переименовать этот файл, нас отобьет в ошибку. И мы уйдем на повторный запуск программы. Вот, но уже с большим тайм-аутом, 120 секунд. Здесь у нас 40, а здесь 120. Ну, бывает, что там с тех или иных причин там что-то сервер подвисел, ну там не нарезало что-то, либо нарезало. Короче, не нарезало. Тогда повторный запуск. Вы можете тут еще несколько элементов таких сформировать, либо воспользоваться вот это готовым решением. Дальше переходим на FastPick. Так, нам нужно загрузить файл. Берем вот этот элемент, обзор. Ну, я вот это уже сделал, все, давайте покажу. Ладно. Исследовать элемент. Вот, у нас как раз выкидывает нужный элемент кода, вот ID файл, в конструктор действий, и сюда вот set, да, здесь пишем так вот, и сюда пишем нашу переменную, вот в значение. Вот это точно все я вот здесь сделал. Вот это наша переменная, ну, как бы путь к нашему файлу. Вот. Ну, давайте
Уже для наглядности сделаем здесь все с нуля. Вставляем код, добавляем проект, это удаляем, это запускаем. Вот, наш файл появился здесь. Ну, дальше не буду показывать, это вообще самые простые действия, просто кликнуть и добавить в конструктор действий. Дальше клик идет без надписи, вот по этой кнопочке. Клик. Потом мы устанавливаем значение превью. Вот здесь 170 стоит, нам надо 500. Да, 500. Но вы можете прописать сколько вам угодно. Дальше идет клик загрузить. Вот по этой кнопке. Так, загрузила вот наш скрин. И нам нужно взять вот превью лечения по клику. Мы получаем значение, вот этот последний action, получаем значение и twist. Ну да, вот пускай это переменная и остается. Запустили. Теперь ищем ее. Вот наша переменная. Сейчас проверим, как она загрузила, корректно или нет. Вот нормальный скрин. То есть это все работает. Читаем файл, получить файл media.info. Здесь прописан просто его путь. Вот этот файл. Текстовичок. Здесь хранится media.info по файлу. То есть все нужные данные. Почитали, и попадает он, ну, media.info и попадает переменную. Вот переменная наша. Формируем, теперь мы, самое интересное, делаем оформление нашего поста. Здесь у меня уже все настроено как есть. Единственного, у нас нету тегов, мы не взяли. Нету description. Есть только скрины, дата есть, title есть, media.info есть и ссылка вот на оформление. Прописываем. Смотрим, что да как. Проверяем. Вот. Title. Дата. Media.info все. И кликабельная ссылочка. Вот, то есть готовый пост. Дальше нам нужно это все записать в нашу базу данных. Ну, с SQL, надеюсь, сами разберетесь. Здесь просто таблица наша и постфорум. Вот это переменная, которую мы сформировали вот здесь. Вот она. Постфорум. Все, нажимаем. И последний экшен — сохраните профиль. Мы сохраняем профиль, то есть, ну, чтобы не делать подозрительной активности. То есть каждый раз не логиниться. Например, если вы здесь только сохранили и будете, ну, пользоваться старым, ну, не знаю, на некоторых сайтах там долго не живут, слетают. Так, смотрим. Вот здесь должен появиться наш первый айдишник и наш пост. Вот, все готово. То есть мы можем проверить это еще. Ну, как проверить? Запустить на самом постере. Цена постер. Сейчас смотрим. Без метки. Ага, старт. Сейчас удалю его на всякий случай. Тот или не тот шаблон. Все.
Вот это он. Сейчас выполним его здесь. Так, мы видим, уже ссылку взяло. То есть идет обработка. Вот появилось второй ID. Файл скачала. Проверим файл, посмотрим. Ну, это какой-то фильм. Ждем, пока появятся скрины. И там у нас просто тайм-аут 40 секунд. То есть ошибок нету, все хорошо. Иногда здесь выпадают ошибки. И можем их здесь так фильтровать и смотреть, почему они получились. Вот по ID, например. Вот, берем. Скопировать ID действия, и по этому ID ищем нужный для нас элемент. У нас пока все чисто. Что-то долго он выполняется.